Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Сегодня у нас агрогороскоп садовода на сентябрь месяц 2022 года. Время киевское. Начинается агрогороскоп в прекрасное время. Это время растущей луны в знаке Скорпион 1 и 2. И здесь можно заняться уже посадкой рассады клубники, земляники. Поливать можно растения. И очень хорошо заняться подкормками. Подкормки именно по листьям. Кремний, калий. Помогите древесине созреть. Именно эти элементы питания помогают созреванию и хорошей перезимовке древесины. Далее 3 и 4 сентября это дни, когда можно будет заниматься сбором урожая и подготовкой посадочных ям. Единственное, что 3 у нас переход Луны из 1 во 2 фазу. Берегите свое здоровье, берегите себя. Это маленькое полнолуние и очень стрессовое время. Вот сам момент, самый высокий момент вот этого перехода 21:09 плюс-минус 12 часов. 3 число, вот берегите себя. Успеете сделать 4. 5 и 6 очень интенсивные 2 дня. Планируйте заранее. Очень много таких работ важных в саду. В первую очередь, тот, кто спрашивает, когда же высаживать, уже наконец-то пересаживать декоративные, хвойные, плодовые, ягодные растения. Вот это хорошее время в Козероге. Скорее всего, это будет более актуально для северян. А для южан и средняя полоса, если у вас растения с закрытой корневой системой, тоже смело можете высаживать. Если же открытая корневая система, немного погодите. До середины месяца у нас там будет очень хороший период, можно будет его использовать. И далее 6, вот 5 и 6 можно работать также, нарезать черенки, укоренять череночки. И очень актуально снова же подкормки кремний, калий, подготовка древесины к зиме. Здесь же поливы хорошо проводить, а также посадку клубники, земляники. Вот такие у вас важные задания, и у нас тоже 5 и 6 сентября. Далее идет период Водолея, и это будет 7 и 8. Но здесь особо таких работ у нас нет, потому что здесь кроме сбора урожая, закладки на хранение плодов и ягод, садовых растений, ничего другого мы не можем сделать. А, кстати, уже 8 сентября с 13 часов начинается сожженный путь полнолуния. СПП – это сокращенно сожженный путь полнолуния. И он будет длиться, этот период, еще 9, 10 само полнолуние, 11 и 12 в Овне. После 13 часов уже будет нормальный период, когда вот эти энергии сожженного пути полнолуния останутся позади. В Овне после 13 часов что можно делать? Собирать урожай, закладывать на хранение. Кстати, в Овне и чуть раньше, вот 11 числа, после желательно 10 часов, можно тоже заниматься и закаткой, и консервированием. Это одно и то же, но далее сушка, заморозка. В общем, все, что вы хотите сделать, заготовки, можно это делать в Овне. И вот этот период, который я вам говорила, при том, если уже на растениях листья желтые, опадают, древесина готовая, можно вот в этот период в Тельце, а это будет после, лучше 16 часов 13 сентября, 14 и 15, желательно до 15 часов. Смотрите, какой у нас хороший период для того, чтобы высаживать саженцы плодовых, декоративных, ягодных различных растений, хвойные растения. Не только закрытой корневой системой, но и открытая корневая система. Уже в этот период будет устанавливаться вот именно такая подходящая погода. Во второй половине и далее в октябре это уже будет период посадок для средней полосы. Желательно для южан еще работать с растениями с закрытой корневой системой. Также в этот период можно нарезать черенки, укоренять черенки садовых растений. Напоминаю, вот этот период, как раз хороший середина месяца, еще работают подкормки кремний, калий, готовим растения к зимовке.
Ну и в это время очень хорошо высаживать клубнику еще и землянику, а также хризантемы в горшки можно пересаживать. Ну это снова же для тех регионов, где холодно. Едем дальше, 16 и 17. И это уже убывающая луна в знаке Близнецы. Собираем семена садовых растений, собираем урожай и закладываем на хранение, естественно, плоды и ягоды, а также можно высаживать клубнику. Вот Близнецы покровительствуют. И тем более, что это еще третья фаза. Можно высаживать клубнику 16 и 17. Вот оно у нас, 17 тоже в Близнецах. 18 не планируем ничего, кроме полива, потому что и то после 12, после 11-12 часов, потому что здесь уже у нас будет после 11 часов Луна находиться в знаке стихии воды. Ну и в этот день будет переход Луны из 3 в 4 фазу. В стрессовое время ничего не делаем. И вот завершающий период для посадки клубники, земляники, это будет начало 4 фазы. В знаке Рак Луна находится 19 и 20. Завершайте посадку клубники, земляники для того, чтобы она успела укорениться и хорошо перезимовала. Ну и уже очень хорошее время, кроме поливов для садовых растений, еще и подготовка посадочных ям. Напоминаю, поливы будут очень важны, потому что если зимой где-то будет резко похолодание, сильный мороз, в сухой земле очень быстро погибают корни. При поливах корни остаются живыми. Итак, вот это важная задача на 19-20. А уже 21-22 это уже убывающая луна, 4 фаза в знаке Лев. Можно подготовку посадочных ям проводить, уборку сада закладывать на хранение. Ну, если кто-то что-то еще обрезать желает, хотя уже в сентябре обрезки не приветствуются. Ну, кроме единственной актинидии, можно вот обрезать еще садовые растения. Очень такой сложный период начинается 23-го. Кроме того, что это день осеннего равноденствия, здесь переход Луны из знака Лев в знак Девы в 10:55. И 24-го уже начинается время Гекаты. Поэтому, посмотрите, 23-го можно только заниматься подготовкой посадочных ям. И практически 24-го, 25-го, 26-го, 27-го и утро 28-го. У нас Геката будет ночью завершаться. И переход в знак Скорпион в 2 часа 16 минут. Поэтому вот эти дни готовим посадочные ямы, убираем сад. Вот эти работы технически выполняем. И далее уже в Скорпионе, что можно делать 28-го, это снова же поливы, а также готовить посадочные ямы, убирать сад. Не урожай, а убирать уже листья, складировать, готовить удобрения из этих листьев. Очень хорошо вот это 29-го делать тоже. Ну и завершится месяц в знаке Стрелец. Здесь тоже важно проводить подготовку посадочных ям. Если вы не осенью посадите эти растения и готовитесь к посадке растений весной, тоже готовьте с осени посадочные ямы. Остается сделать скрин, чтобы все заранее спланировать. А тем временем авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик прощаются с вами, желая вам мира и добра. И еще раз будем не уставать вам желать именно этого. Мира вашему дому, мира вашему региону, стране и мира нашей планете Земля. Будьте все счастливы, здоровья вам, ну и успешных дел в саду в сентябре 2022 года. Пока-пока!